Освобождение роботов. Все мои обзоры робототехники можно найти на сайте anthony.org. В рассказе Станислава Лема 1965 года про изобретателей Трурля и Клопауция первый строит для короля Экзиля модель общества, уменьшенного в миллион раз, по сути, компьютерную игру. Это произведение потом вдохновило Уилла Райта создать The Sims. В этой истории поднимаются вопросы морали в отношении цифровых персонажей. Вот докажи мне, что они не чувствуют, не мыслят, что они вообще не существуют как создания, сознающие, что они замкнуты между двумя безднами небытия, той, что до рождения, и той, что после смерти. Докажи, и я перестану к тебе приставать. Вот докажи мне, что ты только имитировал страдания, а не создал его. В 2019 году система DABUS, построенная на технологиях искусственного интеллекта, была указана в заявке на патент в качестве одного из соавторов. Европейская патентная организация отказала в заявке, формально потребовав от изобретателя фамилию и адрес проживания, которых у нейросети, естественно, не имелось. С тех пор прошло несколько судебных слушаний на разных уровнях, но ни один суд не позволил искусственному интеллекту считаться автором наравне с человеком. Нам это ничего не напоминает? Самой яркой параллелью с вопросами авторства открытия являются женщины-ученые прошлого. В средние века и ранее считал, что они вообще не склонны к науке, и в этой ипостаси их не рассматривали всерьез. Для них даже не предусматривалось академическое обучение. Этот стереотип бытует до сих пор. Но, что более важно, женщины зачастую не публиковали изобретения под своим именем, либо потому что это прямо или косвенно табуировалось обществом, либо они работали с кураторами-мужчинами, это научные руководители, мужья, братья, отцы, которые брали эту миссию на себя, потому что так было проще, быстрее и привычней. Один из ярких примеров – дочь поэта Байрона Ада Лавлейс, родившаяся в 1815 году. Ее можно назвать первым программистом. Мужем Лавлейс являлся создатель аналитической машины Чарльз Бэббидж. Ада разработала программу, которая демонстрировала возможности счетной машины, а также первой ввела современные термины «рабочая ячейка» и «цикл». В своих заметках Ада написала, что аналитическая машина способна создавать алгебраические формулы, а в перспективе писать музыку, рисовать картины и указать науке такие пути, которые нам и не снились. Но не провидится ли? Ее вклад остался в тени. При жизни супруги не успели закончить свой проект, но в период с 89 по 91 год, к 200-летию со дня рождения Бэббиджа, на основе его чертежей аналитическая машина была воссоздана, и выяснилось, что она безупречно работает не в последнюю очередь благодаря программе Ады. Другой пример – Хелена Пэй. Закончив обучение в 1923 году в Кембридже, она не получила диплом, потому что женщинам дипломы не полагались до 1948 года. В 25 лет Хелена доказала в диссертации, что звезды состоят из гелия и водорода, сделав революционное на тот момент открытие. Знакомый лично с ее исследованиями астроном Генри Норрис Рассел опубликовал то же самое под своим именем спустя 4 года, и вся слава досталась ему. Такие примеры можно приводить очень долго. Наделение субъектов правами не является чем-то новым и оригинальным для землян, так что мы можем легко обратиться к истории и опыту, чтобы понять, чего ожидать и что предпринимать. В 2017 году российская компания разработала робота для подбора персонала. Это был андроид ростом 185 сантиметров. Он не умел ходить, но обладал способностью проводить собеседование с соискателем, после чего выносил суждения о его искренности, мотивированности, психической адекватности. Машина анализировала скорость ответов, интонацию голоса и даже иногда движение зрачков собеседника, распечатывая по итогам встречи отчет на 12 листов. Робот мог предположить, склонен ли человек к алкоголю, азартным играм, воровству, сливу информации. Машина тестировалась в крупных частных и государственных компаниях и везде получила высокую оценку. Достоверность суждения на испытаниях превышала 90%. Создатели решили разместить резюме андроида на сайте с вакансиями. Ничто в пользовательском соглашении не обязывало соискателей являться людьми. Однако не прошло и часа, как профиль был забанен человеческим модератором. У разработчиков состоялась бурная дискуссия в чате поддержки, но площадка осталась непреклонна. Они придрались к пункту, что соискатель должен быть старше 18 лет, а роботу не было и 2. А указывать 18 лет являлось ложью, что считалось нарушением правил.
Этого робота можно было взять в аренду, что по сути является аналогом зарплаты, с одной стороны, но и сдача оборудования в лизинг с другой, или купить, что можно назвать работорговлей. Ведь в дальнейшем такому HR платить не будут, он вещь. Российские крестьяне во время крепостничества считались бесправным товаром, как и рабы во всех остальных частях мира. Сегодня рабами негласно называют нелегальных мигрантов, работающих по сути за еду и ночлег. Женщины тоже не являлись равными мужчинам в различных сообществах и религиях, а в иных точках планеты не считаются и до сих пор. И только теперь активно бьются за право водить автомобиль или жить отдельно или не носить головной убор. Чем больше человечество становилось образованней, чем цивилизованней, тем более гуманизировалось право и расширялся попадающий под него ареал существ. Это происходит не только по отношению к людям. Во Флориде есть больница для черепах. Рассказать такое кому-то 200 лет назад не поверили бы. Сейчас законы большинства стран защищают фауну, предполагая уголовное наказание за убийство или издевательство, и флору, обещая штрафы за незаконные вырубки. Но первые огоньки подобного отношения возникли давно. Еще при правившем в Индии в III веке до нашей эры царе Ашоке перестала поощряться охота ради развлечений, составлен список охраняемых животных. В XV-XVI веках польская корона взяла под охрану исчезающих туров. Это не слишком помогло, но продлило существование животных еще на 200 лет. Уже когда специалисты Boston Dynamics избивали своего андроида Атласа, для проверки и демонстрации работы гироскопов и равновесия появились сочувствующие машине люди, критикующие компанию за проявление жестокости. Современные дети, растущие среди техники, относятся к роботам с подобием любви и симпатии. Я знаю случай, когда робопес ребенка пострадал на съемках фильма, и родители купили ему точно такого же, потому что мальчик переживал. Я знаю взрослых, которые привязываются к роботам, дают имена, наделяют человеческими характеристиками. Это касается даже роботов-пылесосов. Нередко мне с азартом рассказывали владельцы о ситуациях, когда поведение роботов можно было принять за хитрость, лень или экстравагантность. Показательно, что в английском языке к роботу R2-D2 все чаще применяют одушевленное местоимение «he», а не «it». Симпатия тем сильнее, чем больше машина похожа на человека. Мы начинаем проецировать. Человек вообще склонен придавать антропоморфные черты даже скалам или облакам. Так работает подсознание. Поэтому приближение облика роботов к человеческому ускорит и наделение их правами. Но не одного лишь облика. Чат-бот, который покажется человеку разумным и равным, или будет искренне и жалостливо просить не отключать себя, может разжалобить пользователя. Уже сейчас люди злятся на Сири или Алису, или сами того не осознавая, ведут с ними доверительные беседы, инстинктивно строя диалог и относясь как к одушевленным объектам. Но главные силы приведет в действие пока не существующий осознанный искусственный интеллект, искусственный разум, который сможет убедить человека, что является равным, закончит трансформацию отношений и проведет черту, отделяющую его от тостера. Поэтому нет необходимости торопить события. Фантасты и ученые предсказали многие ситуации, и можно опираться на их труды, а также на существующие реалии, и постепенно, с появлением более сложных и умных машин, корректировать отношение к их правам в обществе и законодательно. Самым умным и продвинутым на сегодня неофициально считается робот София. Саудовская Аравия даже торжественно вручила ей гражданство, создав эпохальный прецедент. А в Москве год назад состоялась свадьба, где другой робот был свидетелем. Сейчас каждое событие в робототехнике – прецедент. Робота Софию приглашают на ток-шоу, она дает интервью крупным СМИ, беседует с известными личностями, выступает в ООН. Но существование у Софии интеллекта лично мне не доказали. Я считаю, что София для человечества – это игра в футуристическое будущее, приближение которого все давно ждут. Но такая игра готовит почву для дальнейшего восприятия. В Саудовской Аравии существуют региональные выборы в горсоветы. София может сама дойти и проголосовать или сделать это через интернет? Я уверен, что нет, несмотря на гражданство. Я считаю, что у нее нет понятия о хорошем и плохом на человеческом уровне, или это не доказано. К тому же София не умеет шагать, что необходимо для автономизации робота. Наиболее перспективным в этом направлении я вижу испанского андроида RIMC. Это первый шагающий робот человеческого роста, выпущенный в серию. Он может жить в условном доме, спуститься по лестнице и выйти погулять на улицу. Заряда хватает на 2-3 часа активности. Если появится достаточно продвинутый искусственный интеллект, который мы загрузим в андроида, Рим можно наделить правами, поселить в виде эксперимента в квартире и наблюдать за его развитием и шагами в прямом и переносном смысле. Моя теория состоит в том, что сделать робота умным или близко имитирующим сознание поможет базовый алгоритм, требующий от машины выжить.
борьбой за выживание обусловлена эволюция земных видов. Существо, которому надо выжить, станет изобретательным, будет защищаться, пытаться распространяться, создавать свои копии, бороться, хитрить, и по поведению станет на 95% похожим на человека. Какой кандидат в депутаты пообещает роботу больше прав, за того он и станет агитировать, если его желание выжить? А с помощью самообучающихся нейросетей робот наберется опыта, узнает и запомнит, что за некоторыми обещаниями стоит ложь и демагогия. Самым умным на сегодня искусственным интеллектом является программа AlphaGo, которая в 2016 году сумела победить человека в игру Go. Для Go требуются не только математические мощности, но и подобие предвидения, интуиции и воображения. В середине прошлого века такое считалось невероятным, но вот свершилось. И все человечество мгновенно признало за искусственным интеллектом доминирование в Го, как ранее в шахматах. Никто не протестовал и не возмущался, включая обычно неповоротливую бюрократию. Люди с удовольствием идут навстречу инновациям, не думая о последствиях, как это делали индейцы, приветствуя приплывших конкистадоров. AlphaGo не умеет ничего другого, но в данный момент создатели изучают расширение сферы применения. В настоящее время любой алгоритм, принимающий участие в разработке инноваций, является не более чем инструментом. Мы же не вписываем в патентную заявку калькулятор или компьютер. Одно дело, если нейросеть сама задалась проблемой и решила ее. Но если ей, как в случае с Дабус, поручили задачу, и она нашла решение в ответ, то это просто очень сложная вычислительная машина. Если хочется добавить соавтора, можно вписать разработчика алгоритма, но не сам алгоритм. Те, кто пытаются назвать изобретателем код, действуют в первую очередь ради пиара. О судебных слушаниях, где инноватор просил признать искусственный интеллект соавтором, написали многие правовые и научные СМИ, сделав проекты героев знаменитыми. Это был прецедент, который пока не повторялся. Во вторую, авторы прощупывают почву на будущее, являясь первопроходцами. Каждое такое обсуждение полезно, потому что очевидно, что все идет к появлению искусственного интеллекта. Разумеется, умные машины грядут, и нам уже надо начинать составлять представление о том, какое они место займут в жизни сообщества. Отмена рабства в Великобритании началась в 1765 году, когда врач, вылечивший раба, добился через суд освобождения пациента, потому что, цитирую, рабство аморально и противоречит английским законам. Цитата закончилась. Потом последовали десятилетия слушаний в парламенте, незначительные эпохальные судебные заседания, прежде чем в 1838 году рабство было отменено окончательно и законодательно. Но даже после этого еще лет 100 обществу приходилось привыкать к новому положению дел. При существующих технологиях отключение робота не является убийством. Робота бессмысленно наделять правом голоса и включать в патентную заявку, если только мы не перечисляем использованные для открытия инструменты. Но как только они явят проблеск полноценного интеллекта и автономности, общество после споров и колебаний в итоге даст им жизненное пространство и признает равными, потому что так уже было много раз. А все наши заблаговременные обсуждения этого вопроса способствуют тому, что человечество будет готово принять в свои ряды новых членов, как это было с эмансипацией женщин или отменой рабства. Каждый шаг, каждый вопрос, каждое судебное заседание, как кирпичик, строит этот новый мир уже сегодня. Все обзоры робототехники, напоминаю, можно почитать на сайте anthony.org.